Всем доброго дня! Это видео представляет очередной урок Чисао или прилипающих рук и методы освоения этих действий самостоятельно. Урок является продолжением предыдущих уроков, связанных с этой темой. Я рекомендую сначала, конечно, обратиться к предыдущим урокам, а после их освоения уже постепенно добраться и до этого. В этом уроке мы будем говорить об использовании ребра ладони в Чисао. Мы снова коснемся таких вариантов работы, когда одной рукой мы контролируем две руки противника, а вторую руку используем для своих атак. Будем говорить о том, как научиться работать так, что каждая из наших рук будет выполнять свой собственный функционал, независимый от другой руки. И, конечно, поговорим о работе одной рукой против двух рук противника, когда мы перебрасываем свою руку с одной руки противника на другую руку противника и так далее. В общем, все эти темы будут объединены одной общей темой использования ребра ладони, как об этом говорилось в начале этого видео. Урок не сложен для тех, кто уже прошел предыдущие уроки. Еще раз рекомендую обратиться в первую очередь к ним. Кратко напомню, для чего вообще нужна практика прилипающих рук. Она касается не только винчун, несмотря на то, что благодаря винчун в основном все знают об этой практике. Вообще Чисао имеет отношение к разным боевым направлениям, традиционным китайским по крайней мере. И эта практика существует для разных целей. И в качестве тренировочно-подготовительной практики, когда вы учитесь воспринимать действия противника или противников не только за счет визуального какого-то контроля, но и, как говорится, с закрытыми глазами, когда вы можете реагировать на действия противника только благодаря контакту с его рукой, ногой, руками или ногами. Кроме того, эта практика позволяет, что называется, думать телом, оценивать ситуацию непосредственно находясь в этой ситуации, а не опаздывая за ней. Эта практика позволяет завязывать действия противника, позволяет вам использовать одну свою руку против двух атакующих, например, рук противника, ну и так далее. То есть, в общем, это достаточно полезная практика и с точки зрения тренировочной, и с точки зрения уже прикладной и боевой. О том, как приобретается урок, внизу в описании к видео. Там же масса ссылок на ресурсы, содержащие информацию о боевых искусствах. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Переходить по ссылкам, обозначенным внизу, а также на плейлисты нашего канала, где вам легче будет сориентироваться в тех темах в области боевых искусств, которые вас интересуют. А я вам желаю хороших тренировок.